Предлагаю сегодня вместе со мной связать игрушку амигуруми, а точнее милого бычка и очаровательную коровку. В зависимости от выбора пряжи рост игрушки будет меняться. Мои игрушки ростом 14 сантиметров. В данном видео покажу, как связать кепку. Вязать я буду из немерсеризованного 100% хлопка Флокс в 25 граммах 160 метров. Крючок 1,4 мм. Делаем кольцо амигуруми, вяжем 3 воздушные петли подъема и вяжем в кольцо 11 столбиков с накидом. Затягиваем кольцо, соединяем полустолбиком без накида в третью петлю подъема. Второй ряд начинаем с 3 воздушных петель и вяжем в этот же столбик предыдущего ряда, состоящий тоже из 3 петель подъема, лицевой рельефный столбик с накидом. Вводим крючок под туловище столбика предыдущего ряда, вытягиваем петлю, вяжем столбик. Далее в следующую петлю вяжем обычный столбик с накидом и снова в этот же столбик предыдущего ряда вяжем лицевой рельефный столбик с накидом. И таким образом вяжем до конца ряда. Связали последний рельефный столбик и соединили ряд в третью петлю подъема. Всего в ряду получилось 24 столбика, 12 обычных столбиков с накидом и 12 рельефных. Третий ряд начинаем также с 3 петель подъема и делаем прибавление. В эту же петлю провязываем 1 столбик с накидом. Далее вяжем рельефный столбик и чередуем прибавление, рельефный столбик. И так вяжем до конца ряда. Ряд соединили. Четвертый ряд начинаем с 3 петель подъема. Следующую петлю вяжем прибавление, затем рельефный столбик, далее 1 столбик с накидом, прибавление и рельефный столбик. И снова будем чередовать. 1 столбик с накидом, прибавление и рельефный столбик. Закончили ряд рельефным столбиком, соединили ряд. Пятый ряд вяжем 3 петли подъема, далее 1 одиночный столбик, прибавление и рельефный столбик. Затем 2 одиночных столбика, прибавление и рельефный столбик. Вяжем так до конца ряда. Закончили ряд рельефным столбиком. Соединили. Шестой ряд снова 3 воздушных петли, 2 одиночных столбика, прибавление и рельефный столбик. Повторяем. 3 одиночных столбика, прибавление и рельефный столбик. Заканчиваем ряд и соединяем. Седьмой ряд. 3 петли подъема, 4 одиночных столбика с накидом и вяжем без прибавлений.
Далее рельефный столбик. 5 одиночных столбиков и рельефный столбик. Так чередуем до конца. Соединили ряд. 8 ряд, 3 петли подъема, далее 2 одиночных столбика и делаем убавление. Затем рельефный столбик. И вяжем 3 одиночных столбика, убавление и снова рельефный столбик. Так повторяем. Закончили ряд и соединили. 9 ряд начинаем с 3 петель подъема. В следующую петлю 1 столбик с накидом, затем вяжем убавление и рельефный столбик. Далее 2 одиночных столбика, убавление и рельефный столбик. Заканчиваем ряд рельефным столбиком, соединяем. 10 и 11 ряды вяжем по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Соединяем ряд и приступаем к вывязыванию козырька. Козырек у нас будет на 4 клина. Первый ряд. 1 воздушная петля подъема. Далее вязать будем за передние стенки петель. Вяжем 3 одиночных столбика. Затем прибавление. 3 одиночных столбика. И снова прибавление. Повторяем. 3 одиночных. И прибавление. И заканчиваем 4 одиночными столбиками. Второй ряд начинаем с 1 воздушной петли подъема. Разворачиваем и первый столбик пропускаем. Вяжем 16 столбиков без накида. Последнюю петлю столбик не вяжем. Третий ряд. 1 воздушная петля подъема. Разворачиваем, пропускаем первый столбик и вяжем 3 одиночных столбика. Прибавление. Затем 6 одиночных столбиков. И прибавление. 3 одиночных столбика и в конце вяжем убавление. Четвертый ряд. 1 воздушная петля. Разворачиваем, пропускаем первый столбик предыдущего ряда, вяжем 7 одиночных столбиков. Затем прибавление. 6 одиночных столбиков.
И заканчиваем убавление. Обвязываем козырек столбиками без накида. В угол вяжем 2 столбика в одно основание. Далее в каждый столбик вяжем полустолбик без накида до козырька. И заканчиваем другую сторону козырька. Вяжем столбики без накида. Аккуратно соединяем ряд и прячем ниточку. Вот такая замечательная кепочка у нас получилась. Классный аксессуар для любой игрушки. Благодарю всех, кто смотрит мои мастер-классы. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока! С вами была Аня Эльмарс.